Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. И в этом видео я хотела бы сделать такой небольшой обзор на мою покупочку. Это утюжок Steampod 3.0 от L'Oréal, производитель Roventa. Данный утюжок я приобрела на сайте Wildberries. Данный утюжок я приобрела за 22 320 рубля на тот момент. И доставка до моего города была всего за 2 дня, и она была бесплатной в пункт выдачи Wildberries. В отличие от Steampod 2.0, данный Steampod 3.0 имеет уже встроенный резервуар для воды, что я считаю очень удобным. Он также пригоден для поездок. Именно данный вариант меня привлек больше всего, и мне захотелось себя порадовать и попробовать данную покупочку. Steampod 3.0 отличается от Steampod 2.0 тем, что у него более эргономичный дизайн, он более легкий, и его резервуар для воды является встроенным. Несмотря на его маленький размер, производитель утверждает, что он может выпрямить до 192 метров волос. На мои волосы примерно нужно 1,5 резервуара с этой водичкой, это достаточно мало, и пар выпускается только при смыкании, то есть он работает не как отпариватель. Для данного утюжка нужно использовать только деминерализованную воду, но я думаю, что это не проблема, ее можно найти в любом супермаркете, в любом магазине, даже в самом небольшом. Производитель утверждает, что данный утюжок выпрямляет волосы в 2 раза лучше и в 2 раза быстрее, чем это делают обычные утюжки, и также на 78% он меньше повреждает волос. Производитель советует использовать температуру данного утюжка где-то примерно на 50 градусов меньше, чем вы используете обычно, так как за счет еще действия пара выпрямление волоса происходит более эффективно, чем обычным утюжком. И я заметила, что действительно, если взять мой старый утюжок, у меня был тоже вот такой вот от Roventa, если сравнить температуру 180 градусов вот этого утюжка и вот этого, насколько горячими остаются волосы после проведения вот этим утюжком и вот этим утюжком, от Steampod все-таки волосы нагреваются меньше. Или я думаю, все-таки, наверное, он охлаждает волосы именно за счет действия пара. Такое вот мое наблюдение. Концентрация подачи пара в этом утюжке это 0,8 грамм в минуту. Для сравнения, у обычного отпаривателя это примерно 30 грамм в минуту. То есть, чтобы вы не думали, что он прям действует как отпариватель. Это не так. Производитель утверждает, что данный утюжок имеет двойную технологию для эффективного выпрямления волос. Это устойчивое анодированное покрытие пластин, и плюс еще одна из пластин является подвижной, то есть она обеспечивает равномерное давление на волосы, то делает этот утюжок более эффективным по сравнению с моим обычным утюжком, где пластины жестко закреплены, то есть он никак не регулирует, если, например, вы берете прядь, а она с одной стороны неравномерная, то есть получается неравномерное давление на прядь, в отличие от нового утюжка от Steampod. Также далее я покажу распаковку данного продукта и покажу демонстрацию, как данный утюжок работает на волосах. Всем приятного просмотра! Сейчас хочу показать, как мне этот утюжок пришел. Он был вот в такой вот упаковке. Здесь вот показано описание на разных языках. Данная панель показывает также все его преимущества. Вот здесь написано то же самое, что и на боковушке. Вот здесь вот видно, какой эффект дает этот утюжок. То есть он может выпрямлять и делать локоны. И вот так вот он выглядит. Вот так вот он открывается. Внутри лежит сам утюжок. Вот эта емкость для наполнения водой резервуара. Он достается. Внутри также лежит инструкция, гарантия и чек. Вот так данный утюжок выглядит.
У него есть в наличии вот такая вот расчесочка, которая снимается. То есть ее можно снимать. Вот это встроенный резервуар. Можно увидеть, что он достаточно маленький. Еще хотела показать, что вот здесь вот можно увидеть, что вот эта панель, она движется. Это для более точного выпрямления локонов. Вот здесь вот находится панель включения, выключения и регулирования температуры. Вот здесь вот есть такие стрелочки на корпусе. Они указывают направление, как вам нужно вести утюжок по волосам. То есть они указывают направление вниз. С этой стороны, а вот с этой стороны, вот здесь вот. Вот так вот данный резервуар снимается. Он выглядит, как он выглядит. Вот здесь есть такое отверстие, оно открывается. Здесь есть такое отверстие, оно открывается. И сейчас я туда буду заливать водичку. Вода у меня уже есть вот в резервуаре. Она дистиллированная. Наливаем воду до отметки максимум. Кнопка включения-выключения находится вот здесь вот между выпрямляющими поверхностями. То есть вот она написана on-off. Я включаю ее. И начинает мигать температура. То есть можно увидеть здесь вот. То есть вот здесь вот можно регулировать. Если датчик температуры мигает, это значит, что утюжок начинает нагреваться. Когда он прекращает мигать, это значит, что утюжок уже нагрелся. Вы слышите вот этот звук, это значит, что утюжок начал нагреваться. Время для нагрева примерно где-то 1 минута. Все, утюжок нагрелся, и звук прекратился. Он готов к использованию. То есть это у меня стоит на 210 градусов, если можно увидеть. Еще хотела показать, что пар начинает поступать только когда мы сжимаем лопасти. И мы можем слышать вот этот звук, это значит, пар выделяется. То есть мы ведем вдоль по волосам в этот момент. Можно видеть, что идет пар. И когда мы разъединяем лопасти, то пар прекращается. Также, когда утюжок работает, вот этот датчик тоже показывает, что утюжок включен. И вот здесь вот видно, что он становится мокрым, влажным вот с этой стороны. После завершения работы этим утюжком его мы также выключаем. Нажимаем вот на эту кнопочку.
Итак, я хочу сейчас рассказать о своих выводах по поводу данного утюжка, о его плюсах и минусах. Я им пользуюсь уже на протяжении 3 недель, и у меня уже сложилось такое четкое мнение по поводу данного прибора. Итак, какие я вижу в нем плюсы? Он быстро разглаживает волосы, он дает больший блеск волосам, чем мой обычный утюжок. Второй плюс: требуется меньшая температура для того, чтобы разглаживать волосы. За счет этого волосы меньше повреждаются. Я думаю, что именно технология нагревающихся пластин и именно взаимодействие с паром дает вот такой вот эффект хороший для разглаживания волос. И я считаю, что он более бережно относится к волосам. Волосы после него такие очень гладкие на ощупь, они кажутся увлажненными, они сохраняют такой свой вид на протяжении всего времени, то есть от одной помывки волос до другой помывки волос. У меня это где-то 2-3 дня, иногда даже 4 дня. Волосы не становятся пересушенными на следующие дни после укладки. В принципе, я очень довольна внешним видом своих волос. Третий плюс – это экономичный расход воды в резервуаре. На мои очень густые, очень такие толстые волосы мне хватает где-то полтора резервуара данного утюжка. И это достаточно много. У кого волосы средней густоты, я думаю, вам будет достаточно даже половины этого резервуара. Если вы думаете, что использование дистиллированной воды вам влетит в копеечку, это не так. Я думаю, 1 литра такой воды хватит, я не знаю, мне кажется, на несколько месяцев. Это в данном утюжке это не такой расход, как в отпаривателе или в утюге. То есть этот расход, он незначительный. Но вы не можете в данном утюжке использовать другую воду, кроме дистиллированной. Четвертый плюс: им можно завивать волосы. Но это, в принципе, как и любым другим утюжком. Я не пробовала завивать волосы, но я видела там в некоторых руководствах можно это делать. Некоторые блогеры показывают, как они это делают. Я никогда не завиваю свои волосы, так как мои волосы волнистые от природы, и мне все время хочется их просто выпрямить. Пятый плюс для меня – это наличие плавающей пластины, за счет чего данный утюжок создает давление на волосы более равномерно, чем любой другой утюжок. И за счет этого он выпрямляет волосы более эффективно, чем другие утюжки, на мой взгляд. И шестой плюс для меня – это то, что в наличии, на его корпусе есть такая расчесочка. Вот для меня это очень важно. Мне это удобно, но если вам это не нравится, можете ее просто убрать. Седьмой плюс – его можно брать в поездки, в отличие от SteamPod 2, то есть это более удобно, он компактный, он легкий, эргономичный. Далее я хочу рассказать уже о минусах, которые я вижу в данном утюжке. Первый минус – это его достаточно большая цена. Возможно, где-то за границей можно купить и дешевле данное средство, но мне хотелось как-то купить это быстрее, я хотела попробовать. И так как я почувствовала, что мой утюжок уже как-то не очень хорошо себя ведет, и то, что в нашей стране такая ситуация с этими всеми коронавирусами и карантинами, я решила просто сделать себе такой подарок и купить вот его именно за эту цену. Но я повторюсь, что я считаю, что это достаточно большая цена для утюжка. То есть решайте сами. Если для вас это дорого, выберите другой вариант. Если вы хотите себя побаловать, можете выбрать такой вариант. Следующий минус – это то, что нужно использовать только дистиллированную воду. Если вы используете недистиллированную воду, вы сами несете ответственность за исправность данного прибора, и, как написано в гарантии, что она не работает, если вы используете обычную воду, и здесь нету никакого накопителя для накипи и нету никаких механизмов очистки прибора от накипи. Будьте об этом осведомлены.
То есть вы несете ответственность, если вы используете обычную воду. Следующий минус, который может быть также незначительный, к этому быстро привыкаешь, я заметила, что вот этот утюжок, мой новый утюжок, он тяжелее, чем мой старый утюжок, вот этот от Равента тоже. Возможно, это из-за наличия резервуара. Вот. И он, в принципе, как выглядит больше по сравнению с этим утюжком. Следующий минус – это то, что заливать воду в резервуар нужно при помощи специальной такой емкости, с тонким носиком. Либо если вы ее куда-то потеряли, вы можете использовать шприц для этого. Конечно, это с одной стороны неудобно, но производитель все-таки нам дает вот эту вещь, чтобы нам было удобно заливать воду. И еще хочу отметить, что воду нельзя залить, когда утюжок включен. То есть, чтобы залить воду, нужно обязательно выключить, снять этот резервуар и наполнить его. По-моему, с утюжком от Steampod 2.0 можно было подливать воду, если это необходимо, когда он работает. Следующий минус, который я заметила, это то, что при использовании данного прибора он может давать эффект наэлектризованности волос. То есть вы могли заметить, наверное, при демонстрации у меня после выпрямления начали электризоваться волосы, но я это нейтрализую специальным таким спреем, увлажняющим спреем для волос. Возможно, данный эффект возникает именно из-за использования пара. Такой эффект наэлектризованности, намагниченности волос. Следующий минус, который вот я отметила, но к этому быстро привыкаешь, это нужно следить за направлением утюжка. То есть нужно как-то постоянно перекручивать, если вы перекладываете из одной руки в другую, как-то там. То есть нужно следить именно за направлением щипцов, это очень важно. И это по первости очень неудобно. Но потом уже как-то привыкаешь к этому и понимаешь, что если расчесочка внизу, то есть ты как бы уже понимаешь ориентацию данного прибора. В принципе, это не такой большой минус. Следующий минус – это при неправильном положении утюжка он может оставлять заломы. То есть нужно за этим следить, но в принципе это любой утюжок на это способен, это не какой-то там выдающийся минус. То есть нужно аккуратненько следить за направлением утюжка и все аккуратненько выпрямлять и не делать заломов. Но если вы, например, сделали какой-то залом, он легко его разглаживает. Если провести еще раз, он легко разглаживается. И следующий минус, который я заметила, так как у меня на затылке есть достаточно такие сильные волнистые волосы, и они начинают завиваться именно уже от корней, и мне неудобно выпрямлять утюжком именно у корня эти волосы. Это тяжело. И так как у этого утюжка широкие пластины, очень тяжело, конечно, подобраться к корню волос, но все-таки это возможно. И еще хочу даже отметить, даже такой плюс может быть с этим минусом, что если вы приближаете утюжок к корню, то вы не чувствуете прям такого сильного тепла от утюжка, такой прям горячего. То есть вероятность того, что вы себя обожгете этим утюжком, намного меньше. Вот это плюс. Как бы и плюс, и минус. И, конечно же, другим любым утюжком тоже очень сложно подобраться именно к корням волос. Именно из-за того, что он горячий, и из-за того, что пластины недостаточно узкие. Но я знаю, существуют специальные такие тоненькие утюжки именно для тех, кому нужно выпрямлять именно, кому нужно подобраться к корням волос очень близко, у кого мелкие какие-то кудряшки волос. Это были все мои как бы объективные плюсы и минусы, которые я вижу в этом утюжке, и сейчас я хочу подвести такое небольшое резюме под всем этим. В целом, мое впечатление от Steampod очень положительное. Он делает мои волосы более гладкими, более мягкими, более приятными на ощупь, а также он
хорошо выглаживает концы. Хочу заметить, что у меня достаточно убитые концы, но он делает их вид более-менее приличным, так как я не успела постричь свои волосы перед всеми этими событиями. То есть я хотела протестировать именно вот на чистые, хорошие кончики. То есть я хотела протестировать именно на уже такие постриженные, свежие кончики. Но у меня не получилось, но все-таки, в принципе, он хорошо выглаживает мои кончики, он не делает их сухими. И, в принципе, вот такие вот мягкие волосы, они сохраняются несколько дней. Он хорошо держит укладку. Волосы хорошо держат укладку, то есть я могу с ними спать. Я занимаюсь спортом, я могу их завязывать в хвост, на волосах не остается каких-то сильных заломов. Мои волосы после сна выглядят прилично. Также мне нравится, что волосы приобретают больший блеск, чем по сравнению с моим вот старым утюжком. Мне нравится, что мои волосы блестят. Если вы можете себе позволить данный утюжок за такую цену, я вам его очень советую. Тем более сейчас найти дистиллированную воду вообще не проблема, она продается в каждом магазине. В Ашане там вообще можно купить 5 литров за какие-то копейки. На данном моменте хочу закончить свой обзор. Пишите свои комментарии, кто тоже успел уже купить данный прибор. Пишите свои вопросы, комментарии. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если тематика моего канала вам, в принципе, интересна. А мы с вами встретимся в следующих видео. И всем до новых встреч, и всем пока-пока!